Всем привет! Сегодня готовим очень вкусные китайские паровые блины. Или их еще можно назвать лаваш на пару. Посмотрите, какие эти блины получаются. Красивые, тонкие. В Азии эти блины очень популярны. В них заворачивают различные начинки. Их можно есть с салатом, с мясом, с креветками, с чем угодно. И, кстати, в Китае именно с такими блинами подают утку по-пекински. Так что обратите внимание на такие вкусные блины и обязательно их приготовьте. Тем более, что готовить их очень легко и просто. Сейчас я хочу показать пример того, как едят такие блины в Азии. На блин укладываю листик салата, зелень, кусочек перчика чили, пару кусочков мяса. В общем, в Азии кладут все, что нравится, все, что угодно. И сворачиваю вот прямо в руке в такой ролл. Окунаю в соус и ем. Это очень вкусно. Великолепно. Очень вкусно и очень просто. Для того, чтобы приготовить тесто для этих паровых блинов, мне понадобится 250 грамм муки, 140 миллилитров горячей воды, только что закипевшей, пол чайной ложки соли и 1 столовая ложка растительного масла. Сначала просеем муку. Муку я всегда просеиваю для всех изделий из теста. В горячую воду добавляю соль, перемешаю, чтобы соль растворилась. Замешивать тесто я буду деревянной лопаткой, так как вода горячая. Делаю в муке углубление, выливаю воду, выливаю сюда же растительное масло и замешиваю тесто. Сначала лопаткой, деревянной ложкой. И сейчас уже, когда тесто не такое горячее, я буду замешивать руками. Аккуратно, главное не обжечься. Хорошо все соединяю в один ком. Это тесто фактически идентично тому, которое мы делаем для лаваша. Поэтому можно даже сказать, что это паровой лаваш. Очень вкусно. Тесто я собрала в один ком. И теперь домешу его на столе, чтобы тесто стало таким эластичным, мягким, не приставало ни к рукам, ни к столу. Оно еще такое теплое, приятное. Месим тесто примерно минут 5, не больше. Посмотрите в итоге, какое тесто получается. Оно очень мягкое, вместе с тем оно такое упругое, не забитое совершенно мукой. Муку я абсолютно не подсыпала, то есть взяла ровно 250 грамм муки. Конечно, вы смотрите по своей муке. Возможно, вам понадобится ее чуть больше или чуть меньше. Подкатываю тесто в шар и отправляю в чистый пакет. Теперь тесту надо дать отдохнуть примерно 20 минут. У меня прошло примерно 20-30 минут. Тесто замечательно отдохнуло. Я его достаю из пакета. Оно получилось вот такое очень нежное, приятное. С ним сейчас будет очень легко работать. Тесто я раскатываю таким валиком. И сейчас его буду делить на части. Делить надо на столько частей, насколько большие лепешки вы хотите сделать. Или лепешки, или блины, называйте как хотите. Я раскатала тесто вот в такую длинную колбаску. Теперь делю тесто пополам. Каждую часть
еще пополам. И каждую часть еще разделю на 4 части. У меня получится всего 16 лепешек. Я подготовила кусочки теста. И теперь я беру немного растительного масла, смазываю доску растительным маслом. Можно, конечно, использовать муку, подсыпать доску мукой и раскатывать тесто, подсыпая стол мукой. Но я не хочу это делать. Я буду раскатывать тесто при помощи масла, смазывать и стол, и лепешки слегка маслом и так раскатывать, чтобы не использовать лишнюю муку. Сейчас каждый кусочек теста я вот так вот разминаю в такие небольшие лепешечки. И затем каждую лепешку я буду раскатывать. Сейчас просто подготавливаю. Чтобы потом очень быстро раскатать. Итак, посмотрите, я подготовила уже все кусочки теста. И сейчас их закрою пленкой, чтобы тесто не подсыхало. А сама буду работать с одним кусочком теста. И сейчас я вам покажу, как именно я буду готовить эти паровые блины. Здесь у меня уже закипела вода. У меня есть именно вот такая кастрюля-пароварка. Устанавливаю сюда ее. И блины я буду выкладывать на тарелку. Устанавливаю в пароварку тарелку и пока закрываю крышкой. Огонь у меня стоит очень маленький, включен. И сейчас у меня уже все готово, и я могу начинать раскатывать лепешки. Я беру одну лепешку, смазываю стол слегка растительным маслом, выкладываю лепешку, скалку тоже смазываю растительным маслом и начинаю раскатывать лепешку. Раскатывать надо очень тоненько, как можно тоньше, так как мы раскатываем тесто на лаваш, тоже очень тоненько. Кстати, как сделать лаваш, вы тоже можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылочку под видео. Теперь еще такой один нюанс. Для меня не важно сейчас, чтобы была четко такая круглая форма лепешки. Если вы хотите, чтобы края были очень ровными у лепешки, можно тесто обрезать. Взять какую-нибудь крышку или тарелку того диаметра, которого вы хотите, и обрезать. Итак, посмотрите, я раскатала тесто очень тонко. Оно просвечивается. Видите, какое тоненькое тесто получилось. Снимаю крышку с моей пароварки и выкладываю на тарелку блинчик. Аккуратненько. Главное, смотрите, чтобы не обжечься. И сразу же закрываю крышку. И теперь раскатываю следующий блин. Опять-таки смазываю стол слегка растительным маслом и скалку тоже. И раскатываю второй блинчик. Я раскатала второй блин. Снимаю крышку у пароварки и второй блин выкладываю сверху на первый. И не бойтесь, абсолютно блинчик друг к другу не пристанут. Расправляю и закрываю крышкой. И сразу раскатываю следующий блин. Как видите, процесс идет очень быстро и фактически не требует много затрат времени. Все готовится в одной кастрюле на одной тарелке.
Я раскатала следующий блин. Опять открываю пароварку. И выкладываю сверху блинчик. Закрываю. И так продолжаю полностью весь процесс, пока у меня не закончится тесто. Я выкладываю последний блинчик. Видите, какая у меня уже стопочка блинов. Закрываю крышкой, буквально минутка, и у меня уже все паровые блины или паровые лаваши готовы. У меня все готово. Я выключаю кастрюлю. И посмотрите, у меня вот есть такое приспособление. В Азии очень много пользуются такими приспособлениями, так как готовят очень много блюд на пару, именно на тарелках. И посмотрите, я вот так приподнимаю тарелку, достаю, посмотрите, сколько блинчиков у меня много получилось. И все достаю. А теперь посмотрите, не надо переживать, что блины не отсоединяются друг от друга, когда вы их кладете в пароварку. Посмотрите, как они легко отсоединяются. Они очень тонкие, очень такие слегка резиновенькие, видите? Очень прикольные. И в такие блины именно заворачивают в Китае, во Вьетнаме, вообще в Азии везде. Различные начинки. Их подают к столу вместо хлеба, такие блины. Сюда можно положить кусочек салата, мясо. Все это завернуть, обмакнуть в соус и съесть. Это очень вкусно. Видите, какие эти блинчики эластичные и очень классные. И они все отсоединяются. Посмотрите. Видите? Тоненькие, красивые блинчики. Теперь один важный нюанс. Как только блины остынут, их надо закрыть пищевой пленкой, чтобы они не заветривались, так как такое тесто очень быстро сохнет. И я вам сразу покажу еще нижний блин, чтобы вы видели. Вот я перевернула всю стопку. Видите, ничего нигде не пристало. Все очень легко отходит. Главное, когда вы будете выкладывать первый блин в пароварку, чтобы тарелка была горячая. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люда Изикук Позитивная кухня, оставляйте ваши комментарии и, конечно, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Всем пока!